Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. По вашим просьбам готовим сегодня хлеб без дрожжей и без молочных продуктов. Рецепт простой, о вкусе самого хлеба расскажу в процессе. Ниже под видео оставляю все ссылки на наш канал на разных площадках. Подписывайтесь, чтобы нас не потерять. Давайте начнем. Этот хлеб можно готовить только из пшеничной муки. Но чтобы разнообразить его вкус, добавляю в этот раз 100 граммов кукурузной муки на 400 граммов пшеничной. Эти 100 граммов могут быть гречневой, ржаной и так далее. Также понадобится 15 граммов кукурузного крахмала. Он сделает хлеб более рыхлым и будет способствовать вбиранию лишней влаги. Хлеб будет лучше храниться. Далее высыпаем 10 граммов разрыхлителя и по 5 граммов соли и сахара. Тщательно размешиваем. Хочу обратить ваше внимание на разрыхлитель. В моем случае он рассчитан ровно на 500 граммов муки. Это можно прочесть на упаковке. После тщательного смешивания сухих ингредиентов вливаем минеральную газированную воду комнатной температуры. Количество жидкости может слегка отличаться, так как мука может быть другой плотности. Но в итоге тесто должно быть липким. Я добавила ровно 390 мл. В конце вливаем 20 граммов растительного масла. Обваливаем тесто как можно лучше и обязательно накрываем на 20 минут. Клейковина должна сработать, то есть набухнуть. За это время можно прогреть духовку уже на 200 градусов вместе с противнем. Спустя 20 минут тесто заметно становится мягче. Снова хорошо его перемешиваем. Присыпаем мукой, чтобы собрать. Оно липкое. Также присыпем пергамент и на него, округляя, положим тесто. По желанию также сверху присыпаем хлеб мукой и обязательно сделаем разрезы глубокие сверху. Хлеб без дрожжей, и поэтому должен быть не очень высокий, чтобы середина пропекалась удачно. Переносим тесто вместе с пергаментом на горячий противень, удобно на нижнюю сторону. Выпекаем в разогретой духовке около 50 минут плюс-минус. Температура выпечки 200 градусов. Без конвекции, режим вверх и низ. Когда хлеб подрумянится, он готов. Смотрите, какой красивый. Но разрезать его не спешим. Хлеб обязательно должен хорошо остыть на решетке. Нужно его предварительно накрыть. Давайте покажу, почему горячий хлеб не стоит разрезать. Мягкий и слегка влажноватый мякиш, когда горячий, просто скатывается под ножом. И вот посмотрите, какая разница, когда хлеб уже остыл. Весит хлеб 850 грамм, что достаточно много, поэтому он тяжелее дрожжевого. На вкус, конечно, тоже отличается от привычной дрожжевой выпечки, но не скажу, что это невкусно. Просто хлеб совершенно другой. Он плотный, но при этом пористый, слегка влажноватый за счет кукурузной муки, а как альтернатива дрожжевой выпечке вполне удачный. Попробуйте для своего разнообразия. Нам понравился. Делитесь видео с друзьями, ставьте нравится, пишите комментарии, это все помогает в развитии канала, за что вам огромное спасибо. Прощаюсь с вами ненадолго, до нового видео, оно совсем скоро, пока.